Выйдя из поезда на станции Лондон Виктория, я сразу же попала под знаменитый лондонский дождь. На самом деле, лондонский дождь заканчивается так же внезапно, как начинается, к чему я через пару дней привыкла. Сложно было привыкнуть к левостороннему движению, но специально для таких же, как я, на пешеходных переходах всегда написано, в какую сторону вам смотреть, переходя дорогу. Особенностью Лондона является то, что лондонцы обычно не ждут зеленый сигнал светофора, а переходят на красный, если нет машин. И полиция совершенно не против этого, иногда даже говорит, вы можете идти, или предупреждает, когда приближается машина. Говорит, будьте осторожны, машина. Поскольку я находилась в Лондоне 5 дней, естественно, у меня с собой был рюкзак, пока ручная кладь. И для того, чтобы не болтаться по всему Лондону с этим довольно-таки тяжелым рюкзаком, я должна была его где-то оставить. В отеле раннее бронирование платное, естественно, и оставлять рюкзак у них тоже платно, и часто это бывает дороже, чем если вы используете прекрасную возможность, которая открывается вам в Лондоне, а именно у них есть специальный сервис, я использовала Bounce, но есть и другие. Сейчас я внизу здесь в правом нижнем углу напишу название. И суть этого сервиса в том, что вы загружаете приложение на свой телефон и находите ближайшее место, в котором вы можете оставить свой багаж. Это может быть как какой-то сувенирный магазинчик или просто магазин продуктовый небольшой, или, например, какое-то кафе. В общем, это приложение Bounce покажет вам ближайшую точку от того места, где вы находитесь или где вы планируете находиться. Вы можете указать время, в которое вы хотите сдать свой багаж, и за стоимость, плюс-минус 6-7 евро, в зависимости от места, где вы хотите ставить свой багаж, вы можете это сделать. Это очень удобно, и просто до 10 часов или до 5, где как, в разных местах по-разному, вы можете его собрать. Я оставила свой багаж на вокзале Чаринг-Кросс, точнее недалеко от него, в маленьком продуктовом магазинчике, и сейчас отправляюсь в сторону Биг Бена и Вестминстерского аббатства, а потом мой путь будет лежать вдоль Темзы в сторону Тауэрского моста и, соответственно, Тауэра, который я собираюсь осмотреть. Время у меня в 15:30. Рекомендую все билеты на все достопримечательности покупать заранее, то есть делать раннее бронирование. Из дома можно даже это делать, и тогда вы будете совершенно четко знать, что, во сколько, куда и когда, и планировать свое время. Оговорюсь, что я пришла в Тауэр сильно заранее, но это было очень красиво посидеть на набережной Темзы и понаблюдать прекрасные виды. Мы с вами прогуливаемся по набережной Темзы в направлении Тауэра, как я уже говорила. И надо сказать, что это очень приятная и живописная прогулка. Впереди у нас London Millennium Footbridge, который в фильме «Гарри Поттер и принц Полукровка» разрушили пожиратели смерти. Как видим, в реальности мост на месте, никто его не разрушил. Говорят, когда идешь по нему, он довольно-таки сильно шатается. Я не проверяла и продолжаю свой путь к лондонскому Тауэру. Вот мы с вами и прибыли к Тауэру. Полюбуемся на это величественное сооружение со стороны, а потом пройдем через ворота, дабы полюбоваться на Тауэрский мост и, посидев на скамеечке, подождать своего времени посещения. Я постараюсь снять для вас внутри все то, что покажется мне интересным, исключая сокровищницу, поскольку там снимать запрещено. А вас призываю посетить лондонский Тауэр, когда будете в Лондоне, потому что это стоит того, уж поверьте мне. Если вы находитесь у стен Тауэра, обратите внимание на ворота, ведущие к воде. Они откроют вам путь на набережную Темзы. Это место станет идеальным прологом перед встречей с самой крепостью. Здесь можно сделать паузу, перекусить с видом на легендарный мост, присесть на скамеечку, отдохнуть, понаблюдать за людьми и прочувствовать ритм города.
А когда вы будете готовы, сделайте шаг вглубь веков, оставьте современную суету за спиной и окунитесь в мир ожившей истории, где древние камни помнят тайны, вершившие судьбу всей империи. Эти ворота, которые мы видим перед собой, называют воротами предателей. Именно сюда по водам Темзы привозили тех, кому было суждено стать узниками Тауэра. Этот путь по воде стал финалом для многих, от юной 9-дневной королевы леди Джейн Грей до самой Анны Болейн, королевы Англии, которая вошла в эти ворота уже не как монарх, а как опальная фигура, чья судьба была предрешена. Для них эти своды были последним глотком свободы перед тем, как тяжелые ворота закрылись, навсегда отрезая их от мира. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducus in tentationem. Тауэр хранит историю о необычной дипломатической традиции. Веками монархи со всего мира присылали английским королям экзотических животных в знак признания их власти. Безусловными королями среди них были львы. На протяжении 600 лет они жили здесь, в башне, которая так и называлась – Львиная. В то время эти звери были не просто экзотикой, а живым символом британской монархии, олицетворяющим силу, которой подчиняется даже природа. В этой комнате время застыло в стали. Это история британской короны в лицах. Посмотрите на Генриха VIII. Его присутствие здесь чувствуется сильнее всего. Рядом доспехи принцев и других монархов, сменявших друг друга на троне столетиями. Здесь, среди этих застывших рыцарей, невольно задумываешься о том, какой хрупкой была человеческая жизнь перед лицом большой истории. Это Королевская гвардия. Их ритуал не для туристов. Они действующие военные, готовые защищать Тауэр в любую минуту, и их оружие здесь не для красоты. За этими стенами, в доме короля, ранее известном как дом королевы, Анна Болейн провела свои последние часы. Совсем рядом Тауэр Грин, место, где все закончилось. Глядя на это сегодня, понимаешь, насколько безжалостной была власть того времени. Один человек вершил судьбы людей, лишая жизни тех, кто перестал быть ему угоден. Хорошо, что эти времена остались лишь в учебниках истории. Так закончилась моя экскурсия в Тауэр. Работа над этим видео позволила мне еще раз прочувствовать ту противоречивую атмосферу, прекрасную и ужасную одновременно. Я рекомендую вам посетить Тауэр. Это место оставляет след в душе и определенно заслуживает вашего внимания.
покидая Тауэр, мы с вами отправляемся в метро, чтобы добраться до станции Чаринг-Кросс, недалеко от которой мне нужно забрать свои вещи, и за 15 минут дойти до своего отеля. Итак, я спускаюсь в лондонское метро. Это очень удобно, это быстро, просто и понятно. Вам нужно знать просто, куда вам нужно доехать, и в соответствии с этим выбрать ветку метро. В моем случае мне нужна вторая платформа. Как мы видим на схеме, я сажусь на станции Tower Hill, которая находится, соответственно, недалеко от Тауэра, а доехать мне нужно до станции Embankment. Вот и мой поезд, в который я сейчас запрыгну. И давайте мы немножечко осмотримся в нем, так как это мой первый раз в лондонском метро. Что мы сразу с вами видим, это следы пребывания человеков в виде мусора. Ну а в целом все очень даже неплохо. Слегка потертые сиденья. Я представляю себе, сколько людей ездит в этом метро. Час пик в лондонском метро и вообще в Лондоне начинается в 7:30 утра и заканчивается в 9:30 утра, и вечером с 16:30 примерно до 19:30. Вот я и добралась до своего отеля, уставшая, еле ноги передвигаю, но довольная и счастливая. Посещение Тауэра было прекрасным. Я ищу сейчас свою дверь, куда мне зайти. И сканируя свою карточку, я захожу. Захожу и буду искать сейчас свою прекрасную, чудесную, уютную капсулу. Вот так тут люди живут, оставляют свои чемоданы снаружи, так как они очень большие. У меня капсула номер 1160. Вот она как раз очень удачно расположена. Можно снаружи оставить свою обувь, хотя я этого и не делала. Открываем дверцу. И смотрим, что внутри. А внутри у нас совершенно прекрасное небольшое пространство, в котором можно приглушить или вообще выключить свет и насладиться тишиной и покоем. Тот самый случай, когда избушка без окон и без дверей — это лучшее, что может быть после дня в шумном, но таком прекрасном Лондоне. А на этом я с вами попрощаюсь. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео из Лондона и из других городов. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и увидимся с вами совсем скоро. Всем пока!